Исторически так сложилось, что биткоин всегда двигался по одному и тому же сценарию, а именно 2 года роста, 1 год снижения и 1 год накопления. Эти циклы невооруженным взглядом можно увидеть на самом графике биткоина, но буллран до 35 тысяч, который мы наблюдаем прямо сейчас, абсолютно не похож на то, что было ранее. И вы не поверите, но этому есть объяснение. После того, как триллионные компании начали подавать заявки на биткоин ETF, это полностью перевернуло игру. Ведь сейчас на фоне экономических проблем и геополитической нестабильности биткоин все чаще рассматривают для защиты капитала на одном уровне с золотом. Ведь даже после большого выступления Байдена все почему-то начали продавать облигации и скупать именно биткоин и золото. Также инвесторы все меньше доверяют банкам, из-за чего в третьем квартале банки потеряли более 40 миллиардов долларов, а вот торговые объемы криптовалюты наоборот растут с каждым днем. Сейчас про памп биткоина слышно из каждого утюга, и абсолютно все экономические СМИ и телеканалы обсуждают его рост. В это время индекс страха и жадности уже пробил уровень 70, который был только один раз в ноябре 2021 года. А данные индикатора TCI говорят о том, что мы находимся на пороге самого большого пампа, которого не было за всю историю существования биткоина. Поэтому вам 100% стоит досмотреть это видео до конца, ведь вы узнаете, когда биткоин пробьет исторический максимум, почему SEC неизбежно одобрит биткоин ETF, как Джером Пауэлл обманывает инвесторов перед заседанием ФРС 1 ноября, а также увидим ли мы биткоин по 40 тысяч до конца этого года. А перед просмотром поставьте видео лайк, и когда наберем 800 лайков, мы выпустим новый интересный ролик гораздо быстрее. За лайки вам заранее спасибо. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, за последнее время накопилось достаточно много как хороших, так и плохих событий, которые нам обязательно стоит сегодня разобрать, чтобы иметь четкое представление о текущем состоянии рынка и понимать, куда же будет двигаться биткоин дальше. Но не забывайте, что почти все новости из наших роликов мы изначально публикуем в Telegram, где только наши подписчики первыми получают самый эксклюзивный контент. Это и прогнозы, аналитика, интервью авторитетных экспертов и еще много всего другого. Так что обязательно подпишись и сразу получишь нереально крутой прогноз по биткоину от аналитика, который предсказал памп в 2021 году. Ссылку, как всегда, вы сможете найти в описании. Ну а мы уже постепенно можем начинать подводить итоги октября, ведь до конца месяца осталась буквально 1 неделя. Во вторник произошло историческое событие, а именно биткоин протестировал 35 тысяч долларов. Да, именно тот уровень, на котором он торговался до краха Терра Луны и начала вот этой затяжной коррекции. В принципе, это было ожидаемо, и перед тем, как биткоин зафиксировался выше 30, мы выпустили вот это видео, в котором я говорил, что рост будет продолжаться. По большей части биткоин растет из-за шумихи вокруг ETF, потому что когда в понедельник суд заставил SEC повторно рассмотреть заявку на спотовый биткоин ETF от Grayscale, судья выписал вот такой мандат, который фактически запрещает SEC отказаться от одобрения биткоин ETF, из-за чего можно сделать вывод, что если SEC не подаст очередную апелляцию или не попытается оспорить это решение, ей придется одобрить ETF уже в начале следующего года. Но SEC решила пойти в атаку другим образом и обвинила BlackRock в том, что 5 лет назад они не отчитались за инвестиции в одну фирму, хотя по закону должны были это сделать. Но BlackRock даже не стали спорить по этому вопросу и решили обойтись штрафом в $2,5 миллиона долларов. И на дальнейшие планы компании это никак не повлияло. А вот на что действительно отреагировал биткоин, так это на добавление в список ETF фондов нового ETF под тикером IBTC. И аналитики Bloomberg заявили, что после этого одобрение будет неизбежно. Правда, потом этот тикер убрали, из-за чего биткоин сразу упал на 4%, но тем не менее вчера тикер отредактировали и снова вернули в этот список. Да, эти события в очередной раз говорят о том, что люди ждут биткоин ETF, и вся эта шумиха будет толкать его цену вверх, пока хотя бы одну ETF заявку не одобрят. Но ETF далеко не единственный катализатор для движения биткоина, ведь давайте не забывать, что через 7 дней нас ожидает важнейшее экономическое событие, потому что ФРС опубликует новую процентную ставку, а Джером Пауэлл прокомментирует текущее состояние инфляции. И казалось бы, все и так понятно. ФРС делает еще одну паузу, как говорил сам Джером Пауэлл на конференции в Нью-Йорке, а дальше они будут смотреть на новые данные, на основе которых будут принимать решения. В таком сценарии уверены почти 100% всех инвесторов. И учитывая, что данные по ИПЦ мы получим только 14 ноября, наверняка Пауэлл удержит ставку на старом уровне. Но вопрос, как ФРС пытается удержать инфляцию, когда сейчас правительству США приходится финансировать две серьезные войны. На эту тему известный аналитик в криптосообществе
сообществе по имени Артур Хейтс сделал очень интересный отчет, в котором написал, что ФРС сталкивается с сохраняющейся инфляцией, но при этом она приостановила повышение процентных ставок, в то время как экономика сталкивается с очень серьезными проблемами. А также Хейтс заявил, если долгосрочные казначейские облигации США не обеспечивают безопасности инвесторам, тогда их деньги будут искать альтернативы. Золото и, что наиболее важно, биткоин начнут расти из-за реальных опасений глобальной инфляции во время войны. Так и есть, ведь на фоне потенциальных проблем с инфляцией и будущих одобрений ETF, инвесторы все больше начали скупать биткоин, который сейчас строго движется в восходящем тренде, с локальными откатами на пару процентов. Это также касается и альтов, например, как в случае с токеном Link, который продолжает расти с периодичными откатами для сбора ликвидности. Поэтому если вы сейчас торгуете, старайтесь открывать локальные лонги на вот таких мини-просадках, как показано на графике. Это, кстати, была лонг-сделка, которую 23 числа получили участники нашей подписки Coin22 Pro и заработали на ней от 55% профита. А все за счет нашей команды аналитиков, которые вовремя предоставили эту сделку, ведь они следят за рынком 24/7, чтобы вы могли получать профит ежедневно. А если вы только начали свой путь в крипте, у нас есть пошаговое обучение и круглосуточная поддержка, которая всегда готова ответить на ваши вопросы. Мы работаем уже более 2 лет, и всю информацию касательно Pro вы можете найти на нашем официальном сайте. Так что если ты давно планировал начать торговать на крипте, сейчас самое золотое время, чтобы это сделать. Поэтому переходи по ссылке в описании, становись участником Pro и получишь свою первую прибыльную сделку уже сегодня. Насчет экономических и политических проблем в США также стоит отметить обращение Байдена еще на прошлой неделе, когда он прокомментировал военные конфликты и пообещал продолжать оказывать финансовую помощь. Так вот, после этого выступления доходность долгосрочных казначейских облигаций упала, ведь их начали продавать и отправлять деньги в золото и биткоин, который движется с ним максимально синхронно. И здесь можно сделать вывод, что ETF это далеко не главный фактор роста, ведь биткоин все больше рассматривают как потенциальный защитный актив от текущих проблем. По этому поводу Артур Хейтс сказал, как только все поймут, в какую игру мы играем, бычий рынок биткоина и криптовалюты будет в самом разгаре. Это спусковой крючок, и пришло время начать переходить от казначейских векселей США к криптовалютам. И знаете, что еще больше говорит о том, что в ближайшее время все будут покупать биткоин? Отток депозитов из американских банков. Ведь после того, как Bank of America опубликовал квартальный отчет, там было указано, что средний размер депозитов упал примерно на 26,2 миллиарда долларов всего за 3 месяца. А банк New York Mellon за этот же период времени потерял более 15 миллиардов долларов. А также JP Morgan, Wells Fargo и Citi в совокупности зафиксировали отток депозитов на сумму 84,5 миллиарда долларов со 2 по 3 квартал. Хотя когда-то я вам говорил, что депозиты – это один из основных способов финансирования любого банка. Но все эти экономические проблемы заставляют инвесторов искать более надежные варианты для сохранения своего капитала, с чем отлично справляется золото и пытается это делать биткоин. Тем не менее, понятно, что биткоин не сможет полностью заменить облигации или другие активы, но он может стать отличной альтернативой. И отчет от Galaxy Digital это отлично подтверждает, потому что аналитики фирмы посчитали, что после года одобрения ETF приток капитала составит около 14 миллиардов долларов, во второй год 27 миллиардов, ну а в третий уже 39. И это очень скромные цифры, которые получили за счет вычета 1% от общей капитализации банков, фондов и брокеров, которые инвесторы готовы отправить в новый торговый инструмент в виде биткоин ETF. Также важную роль в текущем пампе отыгрывает эффект FOMO, когда все боятся упустить прибыль. Если посмотреть на индекс страха и жадности, то он пробил отметку 70 и горит зеленым светом. И самое интересное, что такого уровня не было со времен ноября 2021 года, когда биткоин фиксировал свой исторический максимум. И о росте биткоина сейчас говорят абсолютно все и везде. Новостные гиганты, такие как CNBC и Bloomberg, на протяжении всей недели обсуждают, как биткоин пробил новый уровень. И это еще больше подогревает к нему интерес, из-за чего биткоин все чаще начинает встречаться в запросах Google, а торговые объемы на рынке начинают возвращаться к пикам 2023 года на уровне под 100 миллиардов долларов. И если просто взглянуть на исторические данные и сигналы очень важных индикаторов, мы поймем, что этот булран только начинается. Об этом нам сигнализирует индекс истинной силы TCI, линии которого на месячном графике биткоина вот-вот сойдутся. И это запустит еще одну фазу роста, которая наблюдалась в 2020 и в 2021 годах. И новый исторический максимум будет отмечен, когда TCI коснется уровня 64. И соответственно, новый максимум будет гораздо выше, чем 70 тысяч. И конечно, я более чем уверен, что у вас уже чешутся руки, чтобы открыть хороший шорт по биткоину. Ведь все ждут, когда трейдеры
трейдеры начнут фиксировать прибыль на текущих уровнях, но с этим нужно быть особо осторожным, потому что давление продаж со стороны краткосрочных инвесторов начинает постепенно утихать. Это связано с тем, что сейчас все продажи краткосрочных трейдеров переходят в руки долгосрочным холдерам, которые раньше, чем 70 тысяч, начинать фиксировать прибыль не будут. Такой настрой холдеров еще больше увеличивает шансы на то, что мы с вами увидим биткоин по 100 тысяч долларов. Понятно, что это будет не завтра и не через месяц, но 2024 год для этого подходит как никогда. И объяснить это очень просто. Сначала SEC одобрит ETF. Это будет приблизительно до марта, а уже в апреле нужно готовиться к халвингу, который сделает биткоин более дефицитным и сократит его инфляцию. И помните, в начале видео я говорил, что биткоин движется по вот этой одной схеме. Но очевидно, что тот рост, который мы наблюдаем сейчас, очень сильно отличается от предыдущих булранов, потому что тогда не было ETF, никто не использовал биткоин для сохранения активов, и криптовалюта сталкивалась с жесткими ограничениями. Буквально за 3 года картина полностью изменилась, и мир уже готов воспринимать биткоин совершенно по-другому. Поэтому я в очередной раз повторюсь, что это может стать последним шансом купить биткоин перед тем, как он пробьет новый исторический максимум. Да, вот такие перспективы по биткоину вижу лично я, и своей стратегии холдинга продолжаю придерживаться. Но если у вас есть другое мнение по этому поводу, мы будем рады, если вы оставите его в комментариях, и мы обязательно вам ответим. Ну а так мы продолжаем следить за этим активным рынком и делимся самым важным у нас в Telegram, так что не забудьте на него подписаться, а также жмите колокольчик, чтобы первыми смотреть наши новые видео. И увидимся с вами уже в следующем ролике. Вам желаю удачи и всего самого наилучшего. До скорых встреч!